Продолжаем наш эскиз, вторая часть. Сейчас нам нужно найти ориентиры вокруг наших объектов, то есть нам нужно найти овал лица. Это у нас будет первый ориентир. Как мы его нашли? Вот посмотрите, отступаем вот такие небольшие расстояния, соблюдаем параллельность брови, как на фотографии. Расстояние у нас вот два расстояния века, то есть одно расстояние от верхнего века. А наклон брови, как я повторюсь уже сейчас, это как на фотографии один в один. Ее край, вот видите, как я обнаружил, очень просто. Все, одна бровь найдены, причем очень точно. Здесь нужно обратить внимание, что вторая бровь у нас находится пониже. Точно так же, соблюдая параллельность, отступив расстояние от брови до верха века точно такой же, как от века до зрачка. Вот здесь обратите внимание, где у нас край виска проходит. Это у нас будет второй ориентир. Он проходит вот на таком расстоянии. Дальше просто нашли метку и просто проводим прямую. А край этой прямой у нас будет вот здесь. Ориентируйтесь по носу, примерно посередине крыльев нашего носа. Все, видите, у нас теперь есть два ориентира. Теперь нам нужен третий ориентир. Нужно измерить это расстояние у нас на фотографии. Оказалось равно нашему основному глазу. Меряем у себя и ставим метку. Всю метку мы дали. Идем дальше. Вот это расстояние у нас тоже равно расстоянию нашего эталонного глаза. Видите, как часто это расстояние используется. Измеряем, ставим метку. Итак, мы наделаем уже несколько таких вот опорных точек. Здесь просто можно провести вот такую вот черточку под небольшим наклоном. Дальше нам нужно соединить все наши ориентиры. Просто проводим параллельные прямые, параллельные нашим вот визуальным прямым, которые мы представляем на фотографии. В реальности у вас таких фотографий с такими черточками не будет, и вам нужно представлять их визуально. А углы между этими прямыми просто нужно закруглить. Эти углы служат ориентиром, нужно смотреть, напротив чего они находятся, где у нас эти углы образуются, где у нас эти повороты, где у нас эти изгибы. Здесь обратите внимание, что вот эти две прямые не параллельно, они как бы расширяются кверху. Вот, кстати, вот эту линию, которую я сейчас рисовал,
нижней челюсти, расстояние от нее до низа губы примерно такое же, как если мы посмотрим на расстояние нашего глаза и расстояние от верха до низа рта. Ну, здесь вот надо найти тоже такой угол, и от него потом пойдет прямая, которая пересечется с нашей второй прямой, а угол между ними мы сразу закруглим. Вот видите, как все нашлось. Итак, у нас появились грубые очертания овала лица. Сейчас нужно пройтись с такой проверочкой, с контрольной прорисовочкой, устранить все недочеты. Нужно посмотреть, какая у нас получилась форма в общем и целом. То есть можно посмотреть и проверить все линии, черточки, объекты по отдельности, по отношению друг к другу и в целом, как все смотрится. То есть с разных точек зрения нужно проверить все. Делать это нужно обязательно. Самое главное, вот эти вот большие объекты, потому что они видны сразу издалека. Зритель, когда видит портрет, он сразу видит все в целом. Он не будет разглядывать ваши достижения по разрисовыванию, например, глаза тщательному. Тем более, если они друг с другом смотрятся как с разных тел. Поэтому нужно всегда смотреть, чтобы рисунок подчинялся целому. Все детали должны подчиняться целому. Я это повторяю практически, наверное, в каждом уроке. И делаю это не зря. Это должно отложиться обязательно. И это основное в портрете. Проверьте параллельность каждой из линий, которые я сейчас показал. Ну вот, скажем так, у нас есть уже кое-какой чертежик нашего лица. Пока он еще не имеет темных мест, светлых мест, он такой не прорисованный, поэтому немножечко, может, мы дезориентированы. Мы просто доверяем нашим измерениям. Когда мы его начнем раскрашивать, сразу будет все понятно, сразу будет соглашаться ваш глазомер. А здесь смотрите, вот я нашел, сейчас нам нужно нарисовать локоны. Ищем наши ориентиры, ищем наши точки, где они есть, опорные точки. Обратите внимание, что средние локоны находятся чуть-чуть выше вот этих вот крайних локонов. Вот этот локон, куда он уходит, как сориентироваться? Вот проведите такую прямую и сразу поймете, куда он идет. А вот эта линия просто должна быть параллельно линии, как на фотографии. Если можно так сказать про кривую параллельно, то вот эта кривая должна быть параллельно кривой на фотографии. Ну, то есть она должна иметь похожий изгиб. Появился ориентир, вот этот локон, и мы можем уже нарисовать справа небольшой локон волос
если можно его локон назвать, там совсем немножко их. Иногда нужно специально рисовать, даже если заведомо понятно, что рисуете неправильно. Когда вы нарисовали что-то неправильно, вам это сразу бросается в глаза, и вы видите относительно вашего нарисованного неправильного объекта, куда вам нужно его исправлять. Левее, правее, выше, ниже и так далее. Поэтому не бойтесь, резинка все, как говорится, сотрет, бумага все стерпит. Вот. Самое главное, когда только намечаете, не делайте сильного нажима. Вот видите, у этого локона тоже есть свой наклон, своя прямая. Куда у нас заходят локоны, когда идут наверх? Ориентируйтесь по глазу. То есть также ставите вертикальный карандашик и смотрите. Итак, все, низ нашей челки закончен. Сейчас надо вверх сделать. Вот такая каплевидная форма. Рисуете ее смело. Если немножечко неправильно, подправите. Вот здесь достаточно глазомера человека, который просто умеет писать. Когда мы ориентируемся вот такими фигурками, такими формами, делать это оказывается совсем несложно. Ну вот, пора приступать к наружной части прически. Вот такое расстояние, то есть от слизного канала до зрачка и еще два зрачка. Прям две черточки поставили, измерили. Видите, как можно очень-очень точно переносить размеры. Знаете, в реальной жизни, когда я рисую портрет, я, конечно, такими точными измерениями практически не пользуюсь, потому что уже есть глазомер, очень развитый, очень много я рисую. У вас тоже он будет появляться с практикой. Больше рисуйте, больше практикуйтесь. Вот опять же посмотрите сейчас без красных всяких черточек на фотографии линий, какая у нас форма вот у этого локона, который я сейчас рисую с правой стороны. Просто передайте эту форму. Можете нарисовать сначала немножко неправильно, потом подкорректируйте. Откуда у нас начинается прическа, где у нас центр, над чем она находится. Найдите себе ориентир. Бровь это или кончик носа. Приложите карандашик, посмотрите. Сразу станет видно. Вот видите, слева я дал ориентир и потом просто соединил вверх и этот ориентир. Дугу постарался повторить края прически слева, как на фотографии. Ориентируйтесь уже на какие-то нарисованные объекты. Вот такие объекты, как волосы, нужно смотреть почаще издалека и смотреть, какая у нас общая форма получается головы. Если мы, к примеру, видим
только силуэт. Не видим ни лица, ни пряди, ни локонов, ничего. Вот обратите внимание, здесь, например, сужается, здесь шире, там уже. Вот вы должны постоянно за всем смотреть на предмет сравнения по размерам относительно каких-то объектов. Вот видите, я просто нашел похожее расстояние, взял метку оттуда и соединил. У нас появился вот такой слева какой-то объект, похожий на бумеранг в целом. И сейчас мы его немножечко разрисуем. Проверим на предмет целостности. И оставим его в покое, он у нас уже готов. Друзья, ну давайте потренируемся, порисуем теперь без всяких красных черточек. Просто понаблюдайте. Еще хочу добавить, что вот этот метод построения, метод визирования, может быть, он настолько развивает ваш глазомер, у вас глаз начинает цепляться просто за объекты, у вас это и в жизни будет пригождаться. Вы будете видеть абсолютно все, замечать всякие пропорции. И также это вам будет помогать при раскрашивании. Вы лучше будете отличать темное от светлого, и какие-то градации полутеней будут заметны вашему глазу гораздо ярче. Поэтому рисуйте. Когда рисуете эскиз, когда рисуете вот такой линейный рисунок, представьте, что вам раскрашивать его не надо будет. Как будто бы у вас стоит задача только нарисовать эскиз, но нарисовать очень хорошо. Не думайте о следующих сложностях, которые будут возникать при рисовании портрета. Думайте только о том, что делаете сейчас. И таким образом вы будете делать это качественнее. Очень скрупулезная точность должна быть, скрупулезный подход.
все нужно проверять, перепроверять. Нарисовали пару объектов, например, глаза, отошли, посмотрели, как они смотрятся в целом, не получился ли какой-то выше, ниже. Частенько бывает такое у начинающих художников, когда слезные каналы особенно просто смотрят в разные стороны. Они не переходят в какую-то общую линию, они не являются объектами одного какого-то человека. Они бывают часто смотрят в разные стороны просто из-за того, что само построение неправильно. Зато при раскрашивании, например, в глаза бросаются все силы, какие только есть, но тем не менее получается все это несуразно из-за того, что предыдущий этап построения был сделан абы как. Но сейчас предлагаю просто посмотреть без моих комментариев и самим догадываться о том, что я делаю, на что ориентируюсь. Если что, нажать на паузу, перемотать, посмотреть еще раз. Итак, пока что без моих комментариев предлагаю просто посмотреть.
Ну вот, все наши недочеты устранены, все поправлено, все объекты находятся на своих местах. А сейчас для того, чтобы провести последнюю контрольную проверку нашего эскиза, я постараюсь подчеркнуть темные места, и это нам немножко визуально еще подскажет, где что не так, или где все правильно, нужно оставить так, как есть. Итак, как видите, наша портретируемая стала еще больше похожа на себя. Я просто бросил несколько темных пятен туда, где они должны находиться, и сразу лицо преобразовалось и начало оживать. Этот эскиз готов для раскрашивания. Ну вот, собственно, я и рассказал вам, как все это делается. Есть еще урок, как нарисовать эскиз профиль. А этот урок подошел к концу. Спасибо большое за внимание. Услышимся в следующих уроках.